Меня мама позвала. Оказывается, началась программа. Карчестрой. Я не пропускаю ни одну из его программ. Лерри, где мама? Да, это новый видос. А что мы будем делать? Ну правильно, как всегда, корчевать говно. Или ты реально думал, что я тебе расскажу про секретное зажигание СССР? Нет, я тебя обвел вокруг пальца, чтобы ты нажал на картинку и я получил много денег. И на эти деньги я куплю доширака. И тут я попытаюсь подружить минское зажигание с Юпитером. Блядь, руки трусятся нахуй. Но не просто подружить, а подружить бесплатно, то есть без планшайп с магазина. Все старые зрители знают, что это движок из хлама без вложений. Ротор стоит без проблем, а вот для статора нужно что-то придумать. Как видите, он не хочет совпадать никакими дырками. Поэтому я пил пиво. И еще пил пиво. А только потом думал, как его можно установить. Поэтому от моих профессиональных решений и плохого качества видео может кому-то стать плохо. Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Крутое начало, да, можно было бы на этом и закончить, но нужно же рассказать о моих двух попытках его установить. Итак, попытка номер 1. Я взял свердло на 4,2 мм и начал сверлить отверстия в этих отливах, чтобы нарезать резьбу на 5. Кстати, я никогда не пользовался мечиками, но спасибо моему другу, который одолжил мне их. С ними намного проще что-то корчевать. Мне даже понравилось. Там есть два прилива, вот я и нарезал резьбу на них. На тот момент мне казалось, что гениальным решением будет сделать планшайбу с диска сцепления, про что я потом пожалел. Я взял и обточил зубы с него, чтобы оно налезло на генератор. Намазал герметиком картер, чтобы по нему отрезать диск. После чего он смог провалиться внутрь. Я отметил точно на глаз места для отверстий, Но это не точно. просверлил их и прикрутил планшайбу. Но теперь всплыла другая проблема, и это болты, которые не дают стать генератору. Так как я имею 30 интеллекта, я просто взял и отрезал кусок генератора. Ну а хули, теперь-то все отлично. Иди, блядь, пока не поздно, к психиатру. Я надел кусок картона для центровки ротора, чтобы он не натирал, и просверлил отверстие в шайбе. После чего приварил по 2 гайки, чтобы можно было нормально закрутить. Из всего хлама я нашел только силовые катушки, поэтому на этом зажигании будет только искра и все, а зачем больше? Паять я не умею, и могу предложить только смотреть и смеяться, как я это делаю.
Потом я взял специальный титановый картон и вырезал прокладку для катушек. Наверное, он играет там какую-то роль, по крайней мере он был там с завода. Еще установил туда какую-то пластину, похожую на экран, у которой тоже есть свое предназначение. А у меня нету. Так как нижняя шайба, которая держит эти катушки, куда-то съебалась, я решил просверлить отверстие и просто прижать пластину к генератору. Идеально, я считаю. Теперь внедрение второго датчика. Пожалуй, это самая легкая работа, которую я сделал с генератором, потому что я с ней справился после 3 литров пива. А это означает, что с ней сможет справиться любой дебил с IQ меньше 30, который пришел после 12-часовой смены на заводе и выпил 3 литра пива. Ой, погодите, это же я. Страха нет. И вот я собираю эту прикольную штучку высокоточным инструментом. Надежно скручиваем провода и пытаемся установить. Оно, сука, не становится, потому что датчики упираются в ротор. Ладно, все ошибаются, я не исключение. Поэтому я нашел эту пластину и решил установить на генератор, чтобы его поднять. Так как других катушек нету, я сделал отверстие, нарезал резьбу и закрутил болт, чтобы оно не шевелилось. Это круглая пластина в диаметре меньше генератора. Мне пришлось сделать новую планшайбу с диска. Пили, мы же миллионеры. Новые диски купим. Нормальные диски. Казалось бы, что это уже финал. И я вот вам показываю, что нужно для финальной сборки. Так что там у нас планшайба с дырками, 2 втулки, ротор и статор с 2 датчиками, катушки зажигания со спортивными бронепроводами и 2 коммутатора. Неплохой набор. Вот оно сидит в планшайбе и свободно вращается. Я собираю все с надеждой, что мое творение выдаст искру, и я заведу этого ебаного корча. Подключение к коммутаторам такое же самое, как и на обычном зажигании. Буква Z и масса общая, а датчики по отдельности. То есть на один коммутатор один датчик. Дело пахнет писюнами. Суть в чем? Провертается оно отлично, не трет, а вот искры нету, и после манипуляции с проводкой ее не было. Да ладно, я же терпила. Я снова его снял, чтобы переделать. Я поехал к своему другу и взял у него убитый генератор с Минска, перебрал его из 2, сделал 1, да теперь он еще и 6 вольт на свет выдает. Неимоверная роскошь. Заебись. Ну что же, я его установил и начал проверять искру, и знаете, она есть. Но она только на одном цилиндре. Да успокойся уже ты, я не буду злиться. Я просто решил закинуть этот проект, потому что у меня уже нету сил его делать. Да, не всегда получается сделать то, что задумал. Если кто-то хочет, я могу продать его по цене металла, заберите его, пожалуйста. Он высасывает из меня жизненную энергию, и я не могу делать видосы чаще, чем раз в 2 месяца. Ладно, я снова вас наебал, просто у меня пропало желание крутить эти ебаные ижи. И они занимают много места в гараже. Я просто понял, что мне нужно что-то интересней, чтобы я сам хотел это снимать и делать. Например, я сейчас очень хочу сделать Хонду Диа, поэтому один из следующих видосов будет про Хонду. А на этом все. Спасибо за просмотр.